Все, ребята, как вы уже догадались вот по этому постеру, я в стране восходящего солнца и умных унитазов. Про эту страну снято уже немало блогов, написано немало статей, книг, рассказов. Понятие Япония — это другая планета уже стало нарицательным, но Япония и вправду такая. Она не вписывается в привычное понимание мироустройства западного человека или людей из постсоветского пространства. Процессы и явления, протекающие в японском обществе, очень тяжелы для понимания. Не столько как явления, сколько их реализация. За эти 5 дней, что я там провел, мне захотелось хотя бы немного понять, почему эта страна, менталитет ее жителей и культура так не похожи на другие. Для всех Япония своя, для тех, кто там живет, кто изучает язык, кто катается туда как турист. В этом фильме я покажу ту Японию, какой увидел ее я, и расскажу, какое впечатление она на меня произвела. Я также покажу вам, на какие достопримечательности в Токио и его окрестностях можно сходить и какие районы стоит посетить. По ходу фильма покажу также пару-тройку лайфхаков, которые вам точно пригодятся. Помимо этого я постараюсь заострить внимание на мелочи, на различия в поведении, в быту, в отношении, ведь именно эти мелочи определяют общую картину. Именно в них заключается разница, отчасти ключ к разгадке того и иного явления. Да, на какие-то вопросы сходу ответить не получится, о причинах тех или иных вещей приходится или просто догадываться, или погружаться уже в их изучение, на что время, к сожалению, не всегда есть. Хотя, как вариант, есть попросту поговорить с кем-то местным. Именно поэтому, приезжая в новую страну, я всегда стараюсь встретиться с кем-то, кто живет в этой стране давно, чтобы получить ответы на интересующие меня вопросы. В Японии мне очень повезло с собеседником. Ну, начнем с имени Михаил Мозжечков. Мою фамилию произнести сложно, не только японцам, но и русским. Вот, сам из Москвы, то есть, соответственно, в Японию приехал, получается, уже 27 лет назад, то есть 1992 год, сразу после развала СССР, наконец-то удалось выехать. То есть, сразу скажу, задача выехать не ставилась, то есть многие там считают, что вот только бы из этой страны и куда подальше. Такая задача никогда не стояла, и до сих пор являюсь патриотом, но на расстоянии. Вот. Просто я закончил Московский инженерно-физический институт, и после развала СССР в науке было совсем тяжко. Скажем так, позиция в ФИАНе, допустим, в Физическом институте Академии наук, была гарантирована, но зарплата была бы, наверное, как на стоимость единого проездного, чтобы доехать на работу и обратно. То есть это как работать за идею. А хотелось, наверное, заниматься чем-то вот таким, чтобы и деньги, и интерес. Вот. И тогда я поступил, собственно, в Токийский университет заочно и приехал сюда. 3 года у меня была исследовательская работа, мастер-курс, а потом и, соответственно, еще 3 года докторский курс. То есть я здесь по полной программе отучился. В общем, умные люди посоветовали поменять деньги, чтобы были иены, потому что, несмотря на то, что Япония вроде как развитая страна, передовая в плане технологий, там, кредитной карты и всего остального, но очень много мест не принимает не принимает карты, поэтому нужно иметь с собой наличку. То есть попробую вытащить деньги из банкомата, курс 1 к 111, в плане там американский доллар к японской иене. Сейчас посмотрим, что этот курс мне даст, поразменяю по 100 баксов. Вылетая из Торонто в субботу, я думал, что в субботу прилечу в Токио. Но думал неправильно, потому что прилетел я в воскресенье. И сейчас есть реально проблема того, что мою бронь в отеле отменят. И 140 баксов я потеряю, если, конечно, не произойдет чудо. Короче, быстро расскажу о сути затупа, который учудил, бронируя отель. Все дело в том, что постоянно летая между Америкой и Европой, я привык к тому, что вылетая из Америки на восток, ты прилетаешь на следующий день. В то время как вылетая из России или Европы в Штаты или Канаду, ты прилетаешь в тот же день. То есть полеты на запад у меня всегда ассоциировались с прилетом в тот же день. Поэтому, вылетая из Торонто в субботу в полдень,
Я думал, что Токио в субботу прилечу, но не тут-то было. Дело в том, что выше приведенное правило верно во всех случаях, кроме случаев, когда ты пересекаешь Тихий океан. Почему? Да потому что именно там проходит линия раздела дня. Точнее, ее как таковой нет, она условная и проходит только по воде, ну кроме полюсов, конечно. Кстати, самая близкая она подбирается к островам Большого и Малого Диомида, один из которых принадлежит России, второй США. Между ними всего 4 километра, и это самая близкая граница между этими странами. Но при этом, несмотря на такое маленькое расстояние, между этими островами разница почти в сутки. Так вот, пролетев эту условную границу, ты автоматически попадаешь в другой день. Почти как в фильме Стивена Кинга «Лангольеры». Помните, когда они попали в будущее на 15 минут? Забегая вперед, скажу, что в будущее и в Японии я точно попал, только не на 15 минут, а лет так на 50. Ну да ладно. Так вот, в Токио, как вы догадались, я прилетел в воскресенье, а не в субботу, на котором у меня была сделана бронь. Конечно, терять деньги за целые сутки мне не хотелось, и как только я осознал свою ошибку, меня не переставал мучить вопрос, пойдут ли работники отеля мне на уступки. Сейчас дай бог разобраться во всех этих иероглифах, потому что мне нужно купить билет до станции, где располагается мой отель. И поскольку здесь не только метро, здесь и поезда, здесь какие-то монорельсы, здесь какое-то огромное разнообразие всех этих транспортных средств. Вот примерно так выглядит токийское метро. Из аэропорта Ханеда курсирует поезд, который составляет часть огромной системы метрополитена. Но поскольку в Японии очень небольшое количество людей говорит по-английски, надписи, понятные мне, тоже не везде встречаются, а японские иероглифы читать я еще не научился, найти нужный поезд было не так-то просто. Основная часть токийского метро расположена над землей, и благодаря этому ты за время поездки начинаешь получать представление о том, куда приехал. Бегло оцениваешь происходящее вокруг себя, обращаешь внимание на поведение людей, на архитектуру, инфраструктуру, так сказать, на контрасте. Не когда ты уже к чему-то привык, а когда еще способен улавливать сильные различия. Гимнастикой заниматься. Наверное, самое главное, что бросилось в глаза, это насколько в Токио все плотно застроено. Даже кладбище располагалось во дворе жилого комплекса. Но при всем при этом эта плотность не была хаотичной, скорее рациональной. Второе – это гробовая тишина в вагоне. Все заняты своим делом, никто громко не разговаривает, все уважают покой друг друга. Все, прибыл я на эту Шинагаву станцию, именно здесь располагается мой отель. Сейчас нужно быстренько его найти, договориться с фронт-деск-менеджером, чтобы с меня не взяли за неустойку. Но вот первое впечатление, на самом деле, ну, во-первых, эмоции переполняют. Это первый раз я в азиатской стране нахожусь, и я рад, что это Япония. Ну вот, когда ехал сейчас с аэропорта, обратил внимание, тут настолько все компактно. Кстати, ребята, этот маленький билетик, который вы покупаете в этой машинке, вы ее не выкидываете, потому что он нужен как и на входе, так и на выходе, иначе вас просто не выпустят с этой станции. Вышел я на станции Шинагава. Мой отель располагался в 10 минутах ходьбы. Первое, что обратил внимание уже на улице, это, конечно, на левостороннее движение, светофоры, издающие какие-то лазерные звуки, и покорное послушание пешеходов и исследование им правил. За то время, что я шел в гостиницу, всякий раз пересекая дороги, я не встретил ни одного японца, который бы перешел ее на красный свет, даже когда машины рядом не было. По тротуарам, кстати, тоже принято ходить по левой стороне. Я никак привыкнуть не могу, меня все вправо тянет. Кстати, насчет левостороннего движения я чуть позже расскажу, интересная история. В Токио люди ходят быстрее. Это просто, ну, так же, как и в Москве, по сравнению с остальными. То есть любой мегаполис, он накладывает на людей больше давления, люди ходят быстрее, люди, значит, делают все быстрее. Вот и отель. Сейчас пойдем узнаем, возьмут с меня за неустойку или нет. Ой, типичный японец. Ну, во-первых, они достаточно интроверты, то есть, так как в России, выпив стопку, вам никто о жизни не расскажет и ничего лишнего не спросит. То есть, они хороши тем, что они не мешают жить. То есть, в принципе, пока вы не вторгаетесь в их личное пространство, они не вторгаются в ваше, и всем все замечательно. То есть, получаете зарплату, живете, так сказать, на эти деньги, как вам удобно. Это просто великолепно. А в другом смысле, конечно же, люди немножко, ну, по крайней мере, в прошлом закомплексованные. То есть, нация, у которой, в общем-то, воспитала такое понятие, как они это называют сараримен, то есть человек, работающий на зарплату, офисный работник.
То есть типичный японец, я думаю, в Токио, это, скорее всего, офисный работник, который будет работать по 12 часов, потом, вот как сзади с меня проходит сейчас товарищ, потом он пойдет там и где-нибудь с коллегами заквасит. Причем закваска, она как бы обязательна, потому что ты часть коллектива, не выпить, это вот вообще грех. Ну вот. То есть поработал, побухал, привалился домой, поспал, потом опять на работу. То есть вот это типичные такие сбои, скажем. Если вы едете уже в другие районы, то там, соответственно, люди сельского, так сказать, сельской местности, они менее торопливы, скорее всего, сезонны, опять же, потому что там посев, там коровы, бычки, ну это я шучу, конечно, но, в общем, колхоз, он накладывает свой отпечаток. В общем, в отеле с меня не то, что за неустойку не взяли. Получилось так, что за эти 2 дня я заплатил меньше, чем заплатил изначально. Поэтому причина полюбить Японию появилась тут же. Что касается моего первого отеля, в котором я остановился. Комната была маленькая, но при этом напичканная всякими включателями, выключателями, тумблерами. Сразу видно, что с электроникой здесь на «ты». Особое внимание привлекла ванная комната, а в частности унитаз. Одних только опций подмыть. 1, 2, 3. А это еще, что это у нас написано? Water pressure. Это давление. То есть так, чтобы просто тебя там не прорвало трубу. Надо сначала вот это отрегулировать, а потом уже играться. То есть аккуратно можно там и порвать себе кое-что. Да, все надписи на японском. Очень полезно. Особенно для иностранцев. Попробуй разберись, да, вот здесь немножко регулируется температура воды. Отдельно открывается кран, чтобы дать, чтобы открыть поток. Здесь переключатель на душ. Все, осталось только быстренько принять этот душик японский и пойду знакомиться с достопримечательностями самого крупного и густонаселенного города в мире. Что вообще нужно знать об Японии? Ну, прежде всего, из самых известных статистических данных это то, что страна является 3-й экономикой мира, уступив 2-ю позицию совсем недавно Китаю, что это единственная страна, в которой остался император, и что Токио это самая густонаселенная городская агломерация в мире, с населением почти в 40 миллионов человек. Несмотря на 13-часовой перелет, у меня все же остались силы на то, чтобы прогуляться по вечернему Токио и сходить на некогда самую высокую башню в этом городе, которая так и называется – Токийская башня. Располагалась она всего в 30 минутах ходьбы от отеля. Да, ребята, вот такие вот автоматы. На каждом шагу просто, я не знаю, они все, что можно в эти автоматы запихать, что, наверное, запихали. Я уже насчитал, по-моему, 15 автоматов только на одной улице. И где-то читал, что на самом деле причина, почему их сюда ставят, дело в том, что аренда в Токио одна из самых дорогих в мире. Вообще здесь поставить кафешку, да, какую-то, или даже тот же самый киоск с продавцом, просто нерентабельно, поэтому вот реально они их натыкали здесь, потому что иначе какие-то маленькие кафешки они себя не окупят. Кстати, такие автоматы меня будут сопровождать на протяжении всей поездки. В метро, в парках, в деревнях, на станциях. Эти аппараты в Японии просто везде, и продают они или сдают в аренду практически все, что человеку может пригодиться. Токийская башня, как многие могут догадаться, очень похожа на Эйфелеву, и неспроста, поскольку главный архитектор вдохновился идеей именно от этой парижской достопримечательности. Построена она была в 1958 году и до недавнего времени была самым высоким строением в Японии, но уступила это место другой достопримечательности. Какой? Об этом я расскажу в конце видео. Ну а если вы знаете ответ на этот вопрос, я вас все равно призываю смотреть это видео до конца, потому что по ходу фильма я разыграю несколько призов, сувенирчиков, которые привез из Японии. Вообще на башню стоит сходить, с нее открывается умопомрачительный вид на самый густонаселенный мегаполис. И вид этот точно стоит 2000 йен, которые вы отдадите за билет. К тому же вам на входе дадут аудиогида, и вы для себя сможете что-то новое узнать. И на вашем родном языке. Хотя мой гид, правда, не работал. Короче, первую достопримечательность, на которую я однозначно хотел сходить, можно отметить галочкой. На другие ни сил, ни времени в тот день не осталось. Поэтому я просто поехал в отель на такси. Кстати, о такси стоит отдельно рассказать. Okay, thank you. Да, вот, ребят, вот так вот выглядит таксишка в Японии. Белоснежные скатерти, постеленные на сидушке. Очень вежливые водители, все записывают, на самом деле очень круто.
Для японцев тоже, что интересно, японец — это и есть японец. То есть люди, которые пришли из такой, как бы сказать, сельскохозяйственной культуры, когда все можно сделать только вместе, коллективом, там поле впахать, кому-то крышу соломой покрыть. То есть всегда другие исследователи Японии воспевают именно коллективизм японцев. То есть Япония, как бы сейчас, я думаю, средний японец считает себя средним, одинаковым, как другие. Язык у них в основном уже от местных местечковых диалектов перешел к базовому языку, который диктует телевидение и поп-культура. Вот, то есть, в принципе, я говорю, даже несмотря на то, что сейчас уже экономически многие люди отличаются, они все себя считают средним классом и считают японцами. На этом фоне я бы хотел, может быть, отличить, что, конечно же, допустим, люди на юге Японии, то, что у нас называется Канто, это север, где Токио, Кансай, это где Осака. То есть осакцы противопоставляют себя токийцам в том плане, что они, может быть, более открытые, у них очень сильно выраженный диалект, которым они гордятся и пытаются это вот поставить, так сказать, на вид другим людям. Ну и, конечно же, Южная Окинава, где вообще, мягко говоря, там до 1972 года были американские оккупационные войска и считалось американской территории, то есть там тоже люди другие, диалект совершенно другой, ну там просто курортная зона. Всем привет, ребят, это мой второй день, точнее я бы сказал даже больше, первый полный день в Токио. Вчера я приехал слишком поздно, в 7 часов вечера заселился и успел сходить только вот на вот эту вот башенку, на Токийскую башню. А сегодня много чего планирую посетить. Настоящее знакомство с Токио началось на следующий день. Самый главный факт, который известен о Токио, как я уже сказал, это то, что он мега перенаселен. Тут время и место на вес золота. Даже кладбище располагается во дворах, как, например, то, что было рядом с моим отелем, и то, на что я обратил внимание по дороге из аэропорта. Да, а вы в институт тоже на такси ездили? Следующая достопримечательность, которую я очень хотел посмотреть, это Шибуя перекресток. Вы, скорее всего, много раз видели в промо-роликах про Японию, про Токио. Токийское метро работает несколько по другому принципу, нежели в России или США. Стоимость поездки зависит от того, куда вы едете, и чем дальше вы едете, тем, соответственно, это дороже. Amazing. We have like a lots of history. We have like a nice food, and we have like a lots of place to stay, and place to see. You know, many things and a variety of the attractions. I mean, the nice, nice crowd, people very nice, friendly, and good hospitality here. So. Все, я на этой Шибуе перекрестке. Так и сейчас почему-то он не выглядит как самый загруженный перекресток в мире. Я больше сказал, он выглядит как самый, наверное, не загруженный перекресток. В час пик этот перекресток могут пересекать одновременно почти 3000 человек. От такого массива людского в глазах, если честно, уже рябить начинает. Также на этом перекрестке стоит памятник собаке Хачико. Об этой дружбе собаки и человека, наверное, знают практически все, поскольку про эту историю уже снято немало фильмов, в частности, голливудский фильм с Ричардом Гиром. Наблюдать за этим гипнотическим людским потоком можно или со смотровой площадки, о которой я узнал после того, как уже побывал в Японии, или из Старбакса, откуда, собственно говоря, я это все поснимал. Кстати, именно в Токио Starbucks открыл свое первое заграничное отделение.
Помимо Starbucks из американских сетей неплохо прижился 7-Eleven. Макдаком, Бургер Кингом, Subway уже никого не удивишь. Они есть везде. А вот такого большого количества 7-Eleven за пределами штатов, естественно, я не видел нигде. Кстати, именно там можно покупать недорогую еду, если у вас бюджетное путешествие. До поездки в Японию я, как и многие другие, был в заложниках расхожего мнения, что Япония дорогая страна. Это вообще не так. I think it's very convenient cities, 24/7 convenience store everywhere, and vending machine, you can get anything here, and quite cheap, as unexpected. But maybe people think like Japan's so super expensive, but all over the world, like more expensive place. So. Конечно, если у вас нет проблемы с финансами и вы можете позволить себе отдохнуть на широкую руку, то найдутся сервисы и по вашим запросам. Но если у вас поездка бюджетная, то голодным вы тут точно не останетесь. В Японии я покушал в разных местах. В ресторане, в кафе, покупал еду в номер, заходил просто в магазинчик и покупал с собой. Везде в этой стране стоимость еды весьма доступна. Вообще на сопли похоже, как чили. Короче, пока ничего съедобного я здесь не вижу. Хотя на самом деле насчет съедобного. Дело в том, что съедобное понятие относительное, все зависит от того, к чему вы привыкли. Но у японцев самая большая продолжительность жизни в мире. То есть они среди всех стран, среди всех наций самые долгожители. То есть, видимо, то, что они здесь едят, в итоге и является съедобным. А то, что едим мы, полное говно, которое нас убивает. Она не только доступна, она и до ужаса разнообразна. Вот, например, в районе Такашита-Дори целые улицы заставлены кафе, где продается всякого рода вкусняха, начиная от сладкой ваты, заканчивая вафельной пиццей. И все в этом диапазоне шальной фантазии кулинара, что может поместиться. В общем, японцы любят заморачиваться по всякому хавчику, такому нестандартному, разноцветному, который на еду-то не похож. Как и ожидалось, здесь очень много туристов. Для приезжих, чтобы они понимали, как вообще выглядит блюдо, много где в ресторанах используют или восковые фигуры, или заламинированные готовые блюда. Мне кажется, это очень удобно. Во-первых, у тебя сразу просыпается аппетит, глядя на эту тарелку. Во-вторых, ты не сидишь и не гадаешь, что тебе в итоге принесут. Конечно, самая распространенная еда и блюдо, о котором уже все знают и хотя бы раз в жизни пробовали, это суши. Кстати, правильно говорить суси, равно как и сасими, а не сашими. Шипящие закрепились после того, как это национальное блюдо стало популярным на Западе. Open. Miso. Miso. Which one better? Miso. Good? Miso. Кстати, пусть вас не смущает вот эти вот посербывания, почавкивания. Дело в том, что в Японии это показатель того, что еда на самом деле вкусная. То есть это, так скажем, правило вежливого тона — сидеть, сербать, чавкать. Поэтому если вы громко чавкать не будете, на вас хозяева обидятся. Так что придется на секунду забыть свои манеры, которыми меня учила мама, и насладиться едой так, как наслаждаются ей японцы. К моему удивлению, японцы с недоумением на меня смотрели, когда пытался ставить чаевые. В Америке на тебя так смотрят, когда ты меньше 20% от чека оставляешь. Оказывается, в Японии не принято оставлять чаевые вообще, о чем я узнал, будучи там. Но что самое интересное, несмотря на это, качество обслуживания на уровень выше, чем в тех же Штатах. $8, даже меньше стоило это удовольствие. Огромная такая чаша. Вот так вот, собственно говоря, и выглядят маленькие кафешки, в которых огромное количество людей питается. Но что мне не понравилось, это то, когда чел, сидящий напротив меня, вдруг ни с того ни с сего вытащил сигарету и начал просто курить в помещении. Я понял, что в Японии это вообще не запрещено. Меня, конечно, как не курильщик, это очень сильно напрягло. Но что там курить? Японцы вообще бухают прямо на улице. Вы, может, удивитесь, но Япония очень пьющая нация. То есть алкоголь здесь продается 24 часа, везде, где только возможно. Никаких разговоров о его, так сказать, запрещении нет. Я думаю, алкоголь — это один из методов избавления от стресса. Значит, вот сегодня я ехал в поезде, мне понравилась реклама.
выпьешь, узнаешь, и ты увидишь другой мир. Я так ее дополнил до лозунга «Затянись и узнаешь, ты увидишь другой мир». То есть они, реклама выпивки здесь везде и сразу. В основном реклама выпивки, в ней фигурируют женщины, то есть женщина с пивом, не мужик там такой, знаете, там, а вот именно женщина, то есть у них женщины тоже пьют. Они пьют разбавленные виски, не пьют очень крепкого, но пьют достаточно много регулярно. То есть они такие вот регулярные алкоголики, поэтому я думаю, что именно стресс на работе привел к привычке, что после работы они всем коллективом идут, по паре кружек пива пропускают, а с их, так сказать, особенностью генной по перерабатыванию алкоголя, пару кружек им достаточно, чтобы быть очень навеселе. Пристрастие японцев к алкоголю скорее объясняется желанием снять стресс, ибо уровень его в Японии запредельный. Пиво, саке и прочие алкогольные напитки в Японии можно купить где угодно. Под вечер на улице Токио высыпается немалое количество веселых, разговорчивых, шатающихся со стороны в сторону типанов. Помимо суши, точнее суси, и сосими, японцы кушают такие вещи, которые вообще на еду не похожи. Не, не говорю про китайцев, которые кушают сушеных тараканов или скорпионов. Японцы просто едят какие-то продукты иноземного происхождения. В японском языке 3 азбуки – хирогана, катакана и канзи. Я попросил Алису, девушку, что составила мне компанию в одном из традиционных японских кафе, напечатать что-то на японском. It's all the same. So all those 3 things are the same. Углубляться в языковую среду я не стану, так как изучение японского языка в мои планы не входило. Но будучи там, я понял, что, наверное, стоит выучить несколько фраз, важных фраз, ну или иметь при себе переводчик. Кстати, вот один из лайфхаков. Вот эта хрень называется Google Translate. Она сейчас будет очень-очень полезна, потому что японцы, в большинстве своем говорят по-английски, но очень плохо, или вообще не говорят. Смотрите, какой прикол. Берешь, так скачиваешь. Во-первых, его можно скачать. То есть японский язык, любой язык можно скачать. Where's the exit to the city? Так. Опа, смотри. Круто, да? У японцев вообще очень большая проблема с иностранными языками. Найти кого-то, кто говорит по-английски, это задача не из простых. А если попадется русскоговорящий, так вообще считайте, что выиграли лотерею. Очень приятно. Привет. Говорите по-русски. О, there you go. Это самовар. Кстати, обратил внимание, очень многие блогеры, которые приезжают в новую страну, им неизвестную абсолютно, начинают свои мнения высказывать, не столько даже мнения, а какие-то оценочные суждения, толком не разобравшись, особенно когда они их критикуют. На самом деле я вообще не такой человек, я в любую дыру приеду мира, найду в ней какие-то позитивные моменты, какие-то плюсы. А в Японии этих плюсов намного больше, мне кажется, чем минусов. Одно только положение страны в мировом сообществе говорит за это. Но вот эта вот тенденция чморить все, мне не нравится вообще в Японии, но я сейчас пока только всем восхищаюсь. Самому густонаселенному городу в мире нужна очень продвинутая транспортная система, и у японцев она есть в виде поездов, как просто поездов метрополитена, так и скоростных типа Шинкансен. Поэтому логично было ожидать, что самый большой транспортный терминал или вокзал будет находиться именно в этом городе. И он есть, всего в 2 километрах от оживленного перекрестка из Шибуя, и называется этот терминал Шиндзуку. Это Шинджуку Стейшн, это огромный по своей площади вокзал. Этот вокзал является самым загруженным вокзалом мира, через который ежедневно приходит, вы только вдумайтесь в эту цифру, 3,5 миллиона человек. Здесь 53 платформы для всех видов поездов, начиная от пригородных, заканчивая скоростными. 7 этажей, более 200 выходов, торговый комплекс, бог знает еще что. Не заблудиться здесь практически невозможно. Вообще метро и станции Токио это нечто. Здесь даже Google Maps не поможет. No, understand. Sometimes if you go to different stations, always like a lost way. Я думаю, метро, чтобы выучить токийское, жизни не хватит. Причем жизни среднестатистического японца. Но когда не помогают технологии, самая большая помощь приходит от самих японцев. Почему? Да потому что японцы самые отзывчивые люди, которых я когда-либо встречал. В общем, я в очередной раз потерялся в этом муравейнике, и все мои попытки самому найти нужную платформу ни к чему не привели. В итоге я обратился за помощью к первому попавшемуся, и тут началось. Бедолага понятия не имел, что за станцию я ищу, но это его не остановило. Сначала он побежал судорожно читать все надписи на своем родном языке в надежде по ним определить, куда мне идти. Затем встретил своего знакомого, и мы уже втроем начали искать эту платформу. Через 2 минуты мне показалось, что в поиске задействован вообще весь вокзал.
С горем пополам кое-как нам удалось выведать у сотрудника вокзала, на какую платформу прибывает нужный мне поезд. Мой новый друг уже было ринулся чуть ли не покупать мне билет за свой счет. Причем это был далеко не единичный случай. На каждую мою просьбу японцы не то что откликались, они вообще бросали все, чем занимались, и пока не находили решения, просто не останавливались. Вот видите, какие японцы, пока дома они доведут что-то, не успокоятся. Потому что они все доводят до совершенства. То есть они следуют правилам. Вот немцы очень сильно следуют правилам. Немцам сказали так, и будет так, а все остальное верботано и не дергаться. И японцы, они очень похожи на немецкую нацию в этом смысле. Только у них единственный момент есть в том, что они могут иногда давать поблажки, они иногда находят боковые методы, как обойти какие-то правила. Но в целом, конечно, если вот решили, что нужно так, значит так. То есть нужно там вот так кланяться. Если вы молодой работник, вас принимает компания, это все равно, как вас, я думаю, в армию забрали. Потому что вы получаете книжку молодого бойца, в которой будет написано: такому начальнику кланяться на 30 градусов, такому начальнику на 45, а очень уважаемым клиентам на 90. И то есть вы вот получили инструкцию, как когда кланяться, и вы полностью следуете, соответственно, этой инструкции. Несмотря на такую загруженность, метро на самом деле все очень круто организовано. То есть все идет по часам. Единственное, что единственной причиной каких-то там задержек или каких-то пробок являются иностранцы, как я, например, которые постоянно норовят зайти не на ту полосу, встать на ту полосу и тем самым блокирует основной поток движения. Ну, у них ездят, допустим, вот националистические автобусы. Я помню, автобусы с националистами ездили, и вот там рассказывают: вот здесь раньше была там Великая Япония, мы там такой народ, а вот теперь понаехали, вон иностранцев сколько на улице, там, мол, отвалите вон. То есть это есть, но оно минимально. В основном средний японец, конечно, относится к иностранцам достаточно толерантно. Плюс они, естественно, не забывают, что Америка их не только разбомбила, но и помогла, так сказать, совершить вот этот финансовый рывок, который привел их туда, где Япония есть на данный момент. Короче, чтобы не было никакого хаоса, здесь все расчерчено по линиям. И вот так вот японцы перед тем, как зайти, сесть в вагон, они выстраиваются в очередь. У них все довольно-таки организовано и проходит без каких-то там эксцессов. На некоторые платформы можно вообще только на лифте подняться.
Другая страсть японцев – это компьютерные игры, аниме, манга и все, что с ними связано. И чтобы погрузиться в этот мир, вам стоит поехать в район, который называется Акихабара. Культура видеогейминга в Японии возведена в целый культ. Это все равно, что рыбалка или охота для русского. Играют все, от молодежи до взрослых мужиков и стариков. Рубятся во все: драки, гонки, стрелялки. При этом чудесам реакции, что проявляет играющий, может позавидовать любой вратарь. В этом же районе есть рынок радиоэлектроники. Да, видите, казалось бы, все это же прошлый век. Сейчас проще, мне кажется, все купить намного дешевле, чем собрать. Хотя нет, вот до сих пор процветает. Говорят, что японцы в свое время скупали советские журналы радиоэлектроники и по этим чертежам создавали свои гаджеты. В одном из игровых залов стоял отчаянный бедолага, который пытался вытащить какую-то игрушку из автомата. Деньги, которые он туда засунул только при мне, хватило бы на то, чтобы купить не только эту игрушку, но и вообще весь автомат целиком. Но он не унимался. Японцы вообще очень целеустремленные. Бля, бедный чувак, мне кажется, он уже все деньги слил свои. И родители тоже. Не, я, конечно, понимаю быть игровым. Ну, там, зависать в казиношках. Но не просаживать все свои деньги на этих игрушках. Что касается игровых автоматов, казино, то там вообще непонятная ситуация. Вместо монет или токенов тебе высыпаются какие-то металлические шарики, которые потом обратно засыпаются. В этом сигаретном смоге звуков игровых автоматов и мерцающих картинок очень быстро начинает болеть голова. И если ты попробуешь еще и вникнуть в происходящее, то оно у тебя, скорее всего, вообще взорвется. Поэтому просто стой и наблюдай со стороны. Ну а уже потом иди домой и анализируй в спокойной обстановке, что ты там увидел. Конечно, увидев старый добрый Street Fighter, я не мог пройти мимо этого автомата. Рубился в эту игру я еще на тайваньской реплике Nintendo 64, которую мы знаем как Dendy. Роботы в Японии тоже много где встречаются, и если когда-либо машины восстанут против человечества и захватят мир, начнется это точно с Японии. Но самое интересное, при всем при этом, в стране с таким количеством роботов, тамагочи и прочего на душу населения далеко не везде принимают кредитные карты, что для меня было очень странно. Был случай, когда я тупо не мог расплатиться в кафе, так как у меня закончились наличные, и мне пришлось идти искать банкомат. То, что японцы трудоголики, знают многие, но неспроста же страна, разрушена после Второй мировой войны, проигравшая и, как следствие, понесшая территориальные потери и свое влияние в регионе, через несколько десятков лет стала второй экономикой мира. Такая колоссальная отдача от жителей страны служить на благо общества не может пройти без болезненных последствий, и как результат в Японии появилось большое количество людей, умирающих от переработки. Назвали они это «короши». С того момента, как я приехал, я знаю, что японцы работают, то есть они считают, что работа – это их жизнь. Работа жизни или жизнь работа, вот тут для них грань довольно стертая. Поэтому, когда мы приехали еще из бывшего СССР, даже в университете мой приятель спрашивал, как этот профессор живет, если он с понедельника до пятницы на работе, в субботе он тоже на работе, в воскресенье он полдня на работе. То есть, а как же там жена, дети там это, то есть у них первым делом работа, ну а женщины потом, как говорится. Поэтому сама идея работать долго у них существовала, но от этого не умирают. Возможно, вот эта проблема переработки больше возникла как раз после парочки экономических кризисов, включая лимановский шок, которые дали японцам чувство нестабильности. То есть, может быть, у каких-то работодателей стало больше возможностей выдавливать из своих работников соки. И, соответственно, получается, что если, допустим, работник хочет остаться на работе, его босс может всякими прямыми и косвенными методами его перерабатывать. То есть сказать, вот у тебя работа, вот у тебя, допустим, задание, вот как хочешь, до пятницы ее выполни. И вот человек будет работать только потому, что если он не работает, может быть, его заменят кем-то еще, чего раньше, я думаю, не было. Сейчас уже вот эта занятость до конца жизни, она уже не так популярна, как раньше и так далее. Japanese mentality like a very special vision and always working so hard. That's why Shinkansen train, you know, every 10 minutes, never late, and not never late actually, but on time, you know, generally.
So people using transportation, it's good transportation. So I think Japanese people have a very good mentality for like specific ideas, kind of technical approach. Допустим, если молодой японец идет в компанию, у него средняя зарплата будет до налога меньше $2000. После налога это будет, полторы, может быть. То есть на эти деньги особо не разживешься, половина на жилье, половина на еду и там какую-то одежду тоже покупать надо, я думаю. Вот. А потом постепенно японцы доходят до средней зарплаты, я думаю, около $3500 в месяц по стране. На эти деньги уже жить можно. И к старости у них же всегда было, знаете, чем старше, тем больше зарплата. То есть уже к старости, достигнув какого-то поста, вы получаете довольно неплохие деньги. Я считаю, что $4-5 в месяц хорошие деньги здесь. I don't know, the Japanese system is very like a strictly point and overworking mostly people, which is, like very suffering, for the Japanese people. But some people like, I don't know, it's very fun to do it, enjoy to do it. And more change, people want to make change, the new things or make change. That's why people are working so hard. Вообще вопрос мотивации человека, как в личностном, так и в социальном плане, мне всегда был интересен. Как заставить человека отдаваться по полной, при этом работать на благо общества, а также и на свое благо? Если мотивировать страхом или идеей, мы знаем, к чему это все приводит. Мотивируют ли японцы себя некой аналогией американской мечты, которая работает лишь в многонациональном, мегаконтрастном обществе, как США? Не знаю. С одной стороны, что позволяет японцам, так сказать, работать на эту страну и, так сказать, платить налоги и работать на благо страны, что они понимают, что они единая нация. То есть это самое, скажем, монотонное общество в плане многонациональности, то есть, мягко говоря, 98% японцев, остальные 2% иностранцы, из них, допустим, там основная масса более миллиона корейцев, потом идут китайцы, все остальные. То есть, если посмотреть, все вокруг японцы, все вокруг свои. Все одним императором сделанные, если там верить легенде, соответственно. И поэтому у них есть понятие, что мы японцы, мы другие. Они еще в период Мэйджи сформировали, я думаю, сначала у них был определенный комплекс перед белым человеком, который приплыл там с автоматическими ружьями, с паровыми пароходами. И они стали пытаться доказывать сами себе, что они просто своеобразные, они такие, каких больше нигде нету. И в этом доказательстве они преуспели. Даже если убрать национализм Второй мировой войны, все равно осталась уникальность. То есть японцы считают, что их язык самый сложный, что иностранец, говорящий на японском, это вообще там как он смог сказать там «здравствуйте, до свидания», сразу говорит «ты крутой». Вот. И эта нация именно поэтому так сплоченно может работать для одной идеи. Плюс альфа, естественно, преступность, я думаю, низкая, потому что, опять же, они чувствуют себя монотонным обществом, и это общество привыкло жить в коллективе и не мешать жить другим людям. Эта идеология мне очень нравится. Вообще, касаемо философии, идеологии, религиозных движений, Япония преуспела и в этом направлении. К примеру, идеология кайзен, постоянное развитие, является девизом корпорации Toyota. Этот термин появился во времена послевоенного индустриального роста Японии. Как ни странно, был введен американцами, которые, как сказал Михаил, не только разбомбили Японию, но и позволили ей вырваться в тройку самых развитых экономик мира. Премия Деминга – это самая престижная премия в Японии, которая вручается наиболее эффективным менеджерам, добившимся высокого КПД для своих корпораций. На завод Toyota мне попасть не удалось, так как все туры были распроданы. Вместо этого я поехал в пригород Токио Камакуру. Мне также очень хотелось побывать еще и в провинциальном японском городке, погулять по кварталам так называемой эпохи Эдо, именно так назывался Токио до 1868 года, и к этой эпохе относят феодальный законсервированный строй, когда Япония была закрыта для всего мира. Также хотелось зайти в храмы, которые представляют основные религиозные движения этой страны, и тут, наверное, самое время поговорить о религии. Основой любой религии является некое понимание мироустройства, которое затем проецируется на большую группу людей, навязывается или вежливо преподносится не только с целью дальнейшей манипуляции общественным сознанием, если говорить о религии как о массовом явлении, но и при этом предоставление человеку некого пособия морально-этических норм, следуя которому он обретет счастье, если говорить о вере уже как о неком личностном явлении. Религия или ее отсутствие играет большую роль в контексте психологического портрета нации, поэтому чтобы разобраться в причинах тех или иных норм, которые закрепились настолько, что стали уже традицией, надо понять о том, во что или в кого верят в этой стране. И для этой цели, собственно, я и поехал в Камакуру. Почему? Потому что именно там располагаются в сравнительной близости друг от друга храмы, которые представляют основные религиозные движения этой страны. Вообще, изначально я собирался арендовать машину, но оказалось, что мои американские права в Японии не канают, и мне нужно было получать какое-то дополнительное разрешение. Может, оно и к лучшему, так как к левостороннему движению я еще не привык. Кстати, насчет левостороннего движения.
Причина, почему японцы переняли левостороннее движение, заключается в том, что тендеры на строительство первых железных дорог выиграли британцы. После паровозов железные дороги начали прокладывать и в городах, где по такому же принципу по левой стороне начали курсировать трамвайчики. Сначала на конной тяге, затем на электро. Но и с появлением автомобиля менять ничего не стали. Да, Япония одна из немногих стран, которая никогда не была британской колонией, однако позаимствовала эту очень удобную систему, из-за которой у меня то и дело происходили казусы. Короче, чтобы не таскаться вот с этим чемоданом со своим, я его вот в этой камере хранения ставлю. Заодно я посмотрю, как она работает. Все положил, теперь дело за малым. Запомни, где я его оставил. Поезда в Японии – это однозначно часть культуры. Они перевозят больше пассажиров, чем какая-либо другая страна в мире. Причем Япония не самая густонаселенная. Не покататься на японских поездах и не почувствовать их магической силы – это все равно, что не побывать в Японии. Камакура? 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 You don't know? Okay. На этом транспортном средстве, коих в Японии огромнейшее количество, можно доехать практически в любую точку страны. И даже в мелких деревнях будет обязательно хоть одна станция. Однозначно, чтобы проникнуться и погрузиться в японский быт, без поездки на поездах вообще не обойтись. Они какие-то завораживающие. Но на пути исследования в Камакуру со мной произошел очень курьезный случай. Короче, меня с поезда снимают. Оказывается, что я не купил дополнительный билет, вот JR. Видимо, он стоит... То есть я заплатил за... Очень странно, что я заплатил 10 баксов, чтобы проехать 2 остановки, что ли. Идиотизм. Очень запутанная система всех этих билетов. Ладно, сейчас я выйду на станции, куплю этот билет до Камакуры, чтобы никто тут на меня не обижался. И... да, и поеду дальше. Короче, меня сняли с поезда, и я никак не мог понять, собственно, в чем проблема. Подошел, поговорил с японкой, она понятия не имеет, как это делать. Сам японцы, по-моему, в этой системе разбираются. Она очень запутанная, они знают, что они делают. Но вот когда речь идет о какой-то нештатной ситуации, они очень сильно теряются. Ребят, короче, нашел я наконец девушку, которая говорит по-английски очень хорошо, и она мне объяснила, что на самом деле ехал я правильно, вот это вот билет, который я купил за 860 йен, его достаточно для того, чтобы доехать до Камакуры, но я просто залез именно в такой экспресс-поезд, который стоит дороже, вот поэтому вот этот контролер так сильно разозлился. Камакура – это город, расположенный примерно в часе езды от Токио на берегу залива Сагами. Наконец, горем пополам я добрался до Камакуры и тут же пошел брать в аренду велосипед, в прокат о котором вычитал в интернете. Ну все, ребят, взял я велосипед, этот Electric Bike, на 2100 йен получился. И на нем поеду осматривать достопримечательности. Первое место, куда я еду, это дзен-буддийский храм, называется Энгакуджи. То, что японцы следуют своим традициям, оно, скорее всего, прорастает корнями в то, что они чувствуют свою индивидуальность. Вот поехала японка в Америку. Ну, она, возьми японку, возьми китаянку, разницы нет. А вот одела японка кимоно, и она уже японка, понимаете? То есть они очень быстро шагнули из феодального строя в индустриализм, и после этого в современное общество, но при этом они как бы оставили все свои традиции, которые они считают уникальными. То есть, ну и весь мир их считает, но с другой стороны, они их считают даже больше, чем весь мир. То есть они считают, что мы вот такая уникальная нация, и мы все должны этим заниматься. Вот у меня, допустим, жена, когда она сидела с детьми, она, допустим, сходила на курсы кимоно, то есть она может одевать кимоно. И это востребована профессия человека, который поможет другому человеку одеть совершенно правильно и точно кимоно. Вот у нас сарафан никому не помогает одевать.
В общем, вход сюда 300 йен. Вообще, официальных религий в Японии много, если еще считать и секты. Но основными выделяют две – это синтоизм и буддизм, а также его разновидности, такие как хинаяна, махаяна, ваджраяна, а также популярное направление на Западе – дзен-буддизм. Вот именно в храм этого религиозного течения я отправился. Назывался он Энгокуджи. Этот комплекс храмов появился тут еще в 1282 году. Несмотря на то, что довольно-таки большое количество туристов, все равно очень-очень тихо. Слышно, как чирикают птички, как журчит ручей. Very beautiful. Good. Я не могу понять, это они здесь приходят как хобби рисуют, либо работают, чтобы потом их продать. Если честно, мне кажется, это некая такая арт-терапия для японцев. Если честно, я не перестаю удивляться уровню дисциплины, которую японцы прививают детям еще с ранних лет. Вы только посмотрите, как они расставляют обувь. Настало время, наконец, эту машинку попробовать в действии, потому что меня слегка подрубливает. Я кофейку, наверное, вот этого возьму. Стоит это 130 йен. Вот туда. Сразу машинка запрашивает. Как Starbucks. Японцы, кстати, никогда не переходят дорогу, как я заметил, в неположенных местах. Но поскольку я не японец, и паркинг располагается вот буквально через дорогу, а до той зебры идти метров 20, и до той метров 30, я, наверное, все-таки перебегу дорогу. А сейчас поедем в синтоистский храм Зеннатай. Очень здесь круто. Так умиротворенное, всего какие-то 80 километров от Токио, если не меньше. Но вообще цивилизации не чувствуется. Вот говорят, Япония перенаселена, не знаю, у них очень много мест, где можно приобщиться с природой. Ты просто попадаешь в какую-то нереальную обстановку, где кругом поют птицы, журчит ручей, цветет сакура. Кстати, я так понял, что сейчас начался дачный сезон, судя по деду с лопатой в электричке. И да, мы не знаем, на самом деле, японцы, имеют ли у них, есть ли у них такая же тема, там, иметь дачи какие-то в пригороде. Дачников нет как таковых, но вот сейчас, допустим, идет же сезон засевки риса, то есть посеять рис, потом его надо будет убрать. В местности, в зависимости от местности, рис можно собирать 2-3 раза в год, то есть урожайность квадратного метра здесь самая высокая вообще. То есть это позволяет в том числе поддерживать такую плотность населения в плане питания. Конечно, говоря о традициях Японии, нельзя обойти стороной самураев, восточное единоборство, традиции чаепития и миллионы других, свойственных только Японии явлений. Но, как вы понимаете, за 5 дней всего этого просто не успеть.
Тем не менее, я отыскал один музей. Музей самураев. Но из-за того, что ждать в свою очередь мне пришлось бы аж 40 минут, я, к сожалению, ограничился лишь сувенирным магазинчиком. И именно там я купил первый приз, который бы хотел разыграть. Это миниатюрная копия катаны. Для того, чтобы его выиграть, вам необходимо лайкнуть это видео, оставить комментарий и поделиться этим видео у себя на страничке в соцсетях. Последнее, кстати, особенно важно. И дата поста этого видео на вашей странице должна быть раньше даты объявления победителя, иначе катана уйдет кому-то другому. Ну а победителя я объявлю уже в следующем видео. Друзья, помните, поделившись этим видео, вы лучше всего помогаете этому каналу расти. Самой популярной по числу верующих религий в Японии является синтоизм. Эта религия не имеет ярко выраженного бога, пророка или какой-то центральной фигуры, которой поклоняются. Вера синтоизма строится на идее того, что Бог или Святой Дух, как они его называют, ками, находится везде, в животных, в растениях. Бог — это все то, что нас окружает. За день до поездки в Камакуру я сходил в парк Йойоги. Это один из самых крупных парков в центре Токио. Так вот, в первый раз в синтоистском храме я побывал именно здесь. Этот парк был основан как дань памяти императору Мэйджи и его жене, хотя на самом деле его могила, она располагается в Киото, в бывшей столице Японии, но тем не менее очень такая популярная достопримечательность, судя по количеству туристов, видите, насколько она популярна. В общем, давайте пойдемте посмотрим, что там. При входе непосредственно в сам храм стоит умывальник, который называется тимидзия. По традиции ты должен помыть обе руки, прополоскать рот и только потом можешь молиться. Это так называемая процедура очищения, причем в буквальном смысле. Вообще личная гигиена у японцев возведена до уровня религии, поскольку то же самое делают и буддисты. Свои молитвы, желания, просьбы или же исповедь, хотя в этом я не уверен, японцы пишут на деревянной табличке, которая называется эма, и затем вывешивают на всеобщее обозрение. Потом эти таблички собирают и сжигают во время религиозных праздников, тем самым как бы высвобождая желание автора. Решил приобщиться к этому процессу и один из наших соотечественников, о чем тут же узнали любопытные туристы из наших краев. Хочу, чтобы Лера иногда... Вы тоже, да, знакомы выпали? Хочу, чтобы Лера никогда не злилась. Вообще русскоязычных в Японии немало. Ну, вы знаете, я думаю, самая высокая концентрация в Токио, но я также знаю, Осака, Киото люди собираются, но там, конечно, меньше. Вот. А Токио, да, у нас больше всего россиян здесь, то есть... И я сам раньше собирал очень долго большие тусовки, там по 100 человек, допустим, спокойно. Вот. Сейчас все в интернете, поэтому уже людям общаться можно и в интернете. То есть проводятся какие-то мероприятия. Естественно, вот наше поколение, оно отличается, наверное, тем, что вот мы приехали там, вот я тоже женился там, кто-то замуж вышел, у всех дети. То есть мы прошли этап, я прошел, когда при русском клубе я, допустим, собирал людей, там, ну, детей, чтобы у нас была такая детская школа. Сейчас таких школ существует. Я как раз уже этот процесс, ну, так сказать, перерос, потому что дети взрослые. А, допустим, естественно, у девушек, которые хотят сохранить русскую культуру, они создают русские школы, то есть какие-то вот такие кружки, где они с детьми вместе общаются. Это важно, и это есть. И особенно в Токио, я думаю, поскольку здесь нас побольше. Если в Токио этот синтоистский храм располагается в парке, то в Камакуре он находился в пещере. И известен он был еще одним ритуалом, который в метафорической форме очень хорошо прижился в криминальных кругах, причем по всему миру. Те, для кого обогащение является жизненной целью, они приходят сюда и, как он сказал, богатеют. Каким образом? По поверью, если ты принесешь сюда определенную сумму денег, то тебе воздастся вдвойне. То есть, принеся сюда 100 баксов, уйдешь с 200. Принесешь сюда лям баксов, ну, соответственно. Поэтому многие, кто ставит жизненной целью обогащение по максимуму, мне кажется, вам стоит на заметку взять этот храм и прийти попробовать.
Суть ритуала заключается в том, что вам необходимо взять купюру, положить ее в специальную корзину и помыть ее водой из специального ковшика. И если вы все это сделаете правильно, то у налоговой не должно возникнуть к вам никаких вопросов. Кстати, про налоги в Японии. Ну, налоги не маленькие, то есть действительно вот у нас, если брать пенсионный фонд, естественно, вот эта медицина, потом идет общий налог прогрессивный, то есть чем больше зарабатываешь, чем больше отдаешь в общую копилку. Люди, получающие опять же меньше $2000, они фактически даже могут там часть своего налога вернуть к концу года, потому что они вообще относятся к такой бедной части населения. Вот, а допустим, когда вы уже получаете много, вы раскошеливаетесь прилично, да. Кстати, Камакура может похвастаться также еще и одной из самых больших статуй Будды в Японии. Вообще в Японии часто практикуют смешение религий, точнее ритуалов. К примеру, свадьбу одни и те же люди могут играть по канонам синтоизма, а похороны уже буддизма. Вот этот дед уже, по-моему, со всеми поговорил, кроме меня. Помимо Будды, мне там еще запомнился один милый японец, который завязывал разговор с туристами и, узнав, из какой они страны, демонстрировал свои лингвистические навыки, обращаясь к ним на их родном языке. Yeah. You want to take a picture? Yeah, that's right. 1, 2, 3. Okay. What's your name? Yutaka. Yutaka. Yutaka talks to everyone here. And what's your name? Alex. I'm wondering where you're from. Originally from Russia, but I live in the United States. United States. Do you know something in Russian? I have never been in Russia. Okay. Say привет. 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 Привет means hi in Russian. Say привет. Говорите по-русски. Oh, there you go. Это самовар. These are only two phrases which I can manage. Самовар. Самовар. Samovar. Yeah. You're good. Если вообще есть такое понятие, как культурная передозировка, то и в этот вечер именно это со мной и произошло. После целого дня в Камакуре вечером я заехал в капсульный отель, который располагался в районе Гатанда, как выяснилось, не самый благоприятный район. На входе дали ключи, комплект белья, сказали этаж, на который ехать, и я просто последовал указаниям. Всем здесь выдают одну и ту же форму. Такое напоминает, конечно, кое-какие места. В Америке они оранжевые. Не то, что я прям горел желанием переночевать в стиральной машине или делал это от безысходности, просто капсульные отели уже давно в Японии стали одной из достопримечательностей. I think capsule hotel is like a very old school now. And more hostel and cafe places these days are changing. So capsule hotel like 20 years ago. Как рассказал мой собеседник, их потихонечку начали замещать традиционные хостелы или комнаты в Airbnb, но отели эти до сих пор пользуются спросом среди местных. Не среди тех, кто решил предаться плотским утехам с представительницами самых древнейших профессий. Все же эти отели делятся по гендерному признаку, да и в капсуле одному-то толком не развернуться, не говоря о том, что там еще что-то делать. А скорее популярна не в рядах офисных работников низшего и среднего звена. Именно отсюда вылупляются эти человечки в костюмах с утра и тут же окупливаются вечером, чтобы с утра повторить этот цикл заново. Японцы очень чистоплотная нация, где бы я ни был, отель, кафе, ресторан, просто туалет. Везде почти было биде, бумага, мыло, антисептик. Они руки моют везде и по несколько раз в день. Без нужды друг с другом не контактируют, предпочитая поклоны, рукопожатием и поцелуем. Сейчас, во время эпидемии коронавируса, весь мир надел маски, но японцы эти маски носили, носят и будут носить. Вообще, ночная жизнь в Токио бьет ключом. Эти вечные мерцания неоновых вывесок, пьяные японцы, покемоны в витринах, высокочастотные голоса из рупоров, куча народу и так далее. Для того, чтобы это все увидеть, вам стоит отправиться в район Кабукичу. Сразу скажу, на клуб у меня сил не хватило. Но, будучи в Кабукичу днем, мне кто-то из местных сказал, что вообще-то этот район красных фонарей, и стоит сюда приехать именно вечером или ночью. Но при этом также быть осторожным, мол, тут часто тусуется якудза.
Почему-то я сразу представил тех самых людей в деловых костюмах, только не с чемоданами, а с катанами. Якудза – это очень сложный момент. У самой якудзы есть своя, так сказать, политика. Допустим, якудзы сами себя считают Робин Гудами. То есть вот сейчас один из крупных кланов якудзы даже имеет свой веб-сайт, где они объясняют свою деятельность, свои, так сказать, принципы. Когда происходит землетрясение, они первые спешат на помощь, привозят воду, там, одеяло. То есть они пытаются играть из себя Робин Гудов, и каким-то образом они урегулируют эту экономику. С одной стороны, они стригут все эти нелегальные бизнесы, но с другой стороны, понимаете, вот с одной стороны сказал, нет проституции, а ну все-то хотят. Вот есть проституция, но туда придет мафия и сострижет оттуда небольшой процент, но при этом она сделает так, чтобы проблем не было. Допустим, выходит на японский рынок какая-нибудь тайваньская мафия, ее что ж надо останавливать? Это же полиция не может остановить, а родная мафия нас всех защищает, значит. Вот. Хотя вот Коизуми у нас премьер-министр объявил официальную борьбу с мафией. Если в рядах мафии было около 200 тысяч человек, сейчас их считается около 100 тысяч человек. То есть поголовье сокращается. Beautiful girls. Oh, really? Yeah. Come and see. No, not now, bro. You take a look. No problem. No, I don't have time, bro. Sorry. Where are you going? Короче, вот эта братва, что за мной стоит, черные африканцы, это такие зазывалы, я бы не сказал, что даже сутенеры. Они просто-напросто тебе дают флаер под видом, что рекламируют какие-то сервисы, а по факту просто отводят тебя в какой-то закоулок, где располагается бар, такой невзрачный, и там всякого рода интимного характера предлагают услуги, начиная от простых, как они сказали, тириджаб, да, заканчивая, по-моему, как он мне сказал, за 30 тысяч йен можно, жахнуть какую-то японочку. Так что, если вам интересно такого рода, то есть вы не подумайте, я никоим образом, это не на правах рекламы, я просто констатирую факт. So please, beware of dishonest, malicious street vendors and sellers. Короче, никакой якудзы я там не видел, скорее толпы сенегальских сутенеров. Понятно, что представители самой известной японской мафии, которую так любит Тарантино, не будут стоять с опознавательными знаками. Но все равно, назвать этот район опасным язык как-то не поворачивается. Япония все же очень безопасная страна. Низкая преступность, высокая социальная ответственность граждан, то есть, в принципе, и они сделали систему, околоточных, как было в России, то есть человек, который живет, он знает свой район, он ходит, иногда опрашивает население, не видели ли они чего подозрительного, и население идет ему навстречу, если они что-то видели, они сообщат. Ну и, насколько я знаю, якудза старается не трогать иностранцев, конечно, если те их не провоцируют. Будучи там, ко мне подошли как минимум 3-4 сутенера и предложили воспользоваться услугами местных жриц любви. Видимо, трудоустроиться именно в этой сфере им проще всего. Кстати, многие ошибочно принимают гейш за проституток. Это вообще не так. С момента появления профессии им даже на законодательном уровне было запрещено оказывать услуги сексуального характера. Вообще, в переводе с японского это слово означает «человек искусства». Если сравнивать их с представителями известных нам профессий, то гейши, скорее всего, будут приближены к тамаде, гувернанткам. В общем, в их задачу входит развлечение гостей и создание атмосферы уюта. Как таковых гейш осталось не так много. И те женщины, одетые в кимоно, которые встречаются в туристических районах Японии, скорее просто статисты или позеры. На следующее утро в капсульном отеле я проснулся от того, что кто-то громко говорил в рупор. Сначала мне показалось, что катается полицейская машина и о чем-то предупреждает, но в итоге все оказалось гораздо прозаичнее. В принципе, вот сейчас период предвыборной агитации, и они имеют право нанять машину, ездить и мешать людям жить. То есть пока они едут по району, они просто свое выкрикивают имя. Когда они останавливаются у станции, допустим, каких-то крупных пунктов, там они могут уже толкать свою предвыборную программу. Но, как говорится, самая ясная программа у одного из товарищей, который говорит: я вас освобожу от центрального телевидения. То есть в Японии есть налог на центральное телевидение, и его программа заключается только в том, чтобы люди перестали платить налог этой дурацкой конторе. Как выяснилось, это был какой-то кандидат, то ли регионального масштаба, то ли национального, и, стоя на крыше своего агит-микроавтобуса, зачитывал свою предвыборную речь. Ругал ли он местную власть или, наоборот, ее хвалил, понять было невозможно, так как японский я не знаю.
Но, если честно, кроме меня, мне все равно показалось, что никто его и не слушал. И мне стало интересно, как вообще японцы относятся к политике. Вы знаете, когда общество живет хорошо, им на политику наплевать. Какой бы там политик ни пришел, все как-то идет замечательно. То есть они жили весело под руководством ЛДПР, ну, ЛДПЯ, естественно, Японии. И, значит, потом, когда экономику стало немножко, так сказать, трясти, вот тут опять начались интересы. То есть дебаты в парламенте стали интереснее, люди стали больше интересоваться тем, что политики выдвигают как своя предвыборная программа. Хотя вот у нас были выборы совсем недавно, и мне жена сказали, все равно их не поймешь, потому что предвыборные, он будет ездить и говорить: я Танака, завтра голосуйте за меня. И что за Танака, из какого бугра он этот Танака? Вот кто громче покричал перед выборами, того, скорее всего, все эти бабаньки и дедульки выберут. Молодежь, скорее всего, на выборы ходить особо пока еще не будет, поэтому выбирает, голосует вся эта, так сказать, престарелая нация. Вот. Ну и плюс к этому, соответственно, получается, что стареющее общество, стареющие избиратели, все делается скорее не в пользу молодых семей, а в пользу, так сказать, престарелых. Вот. А в Японии, собственно говоря, ну как, аппарат здесь работает достаточно эффективно. То есть даже если подумать, то в плане того, что вот даже понятие взяток, оно здесь как бы отсутствует. Ну, по крайней мере, на низком уровне. То есть обычный человек взятки не платит. Я уверен, что где-то корпорации, где-то еще кто-то взяточки все-таки этим ребятам носят. Но это уже будет более высокий уровень. Обычный чиновник, он все-таки на службе народа. То есть он имеет государственную позицию. И его задача не заработать больше денег, а получить гарантию и хорошую пенсию в результате. То есть чиновник, полицейский, они в принципе в одной упряжке, или учитель. То есть вот они один раз в эту упряжку вошли, их задача ее тянуть. И если вы обратились с какой-то просьбой или там за какими-то бумагами, эти бумаги будут достаточно в срок. Если там, допустим, полицейский вас остановил, он вас остановит, скорее всего, только за дело, и обязательно штрафует. То есть никакую взяточку ему дать бесполезно. Вот. Единственное, можно на жалость надавить. Вот. Так что в этом плане и полицейских, кстати, здесь тоже меньше, чем во всех остальных странах мира. На там 100 тысяч человек. С точки зрения государственного строя, Япония является парламентской конституционной монархией. То есть формально главой государства считается император. Кстати, нигде, кроме Японии, такого монаршего титула не осталось. Естественно, его власть сильно упразднилась после поражения Японии во Второй мировой войне, но по результатам Токийского трибунала, аналогичного Нюрнбергскому процессу над Германией, японскому главе государства разрешили остаться у власти. Но, как вы понимаете, роль его стала скорее церемониальной. Вообще, жизнь императора Хирохита была очень насыщена на события. Видел он и взлет, и падение империи, и, несмотря на все потрясения, все же увидел, как его страна снова процвела. Период его правления так и называют Шова, в честь его псевдонима. Кстати, его сын Акихито, который правил Японией после смерти Хирохита с 1989 года, на момент, что я был в Токио, со дня на день должен был передать трон своему же сыну, Нарухито. Что происходило, кстати, во второй раз за всю историю Японии, когда наследник всходит на трон еще при живом императоре. Императорский замок находится в самом центре Токио, окруженный со всех сторон небоскребами. На его территорию меня не пустили, так как обнаружили в моей сумке дрон, несмотря на все мои убеждения, что запускать я его не буду. Может, оно и к лучшему, так как вход непосредственно в резиденцию все равно уже был закрыт, да и от соблазна запустить дрон я навряд ли бы удержался. Не дай бог, упал бы он на голову императору и сорвалось бы такое важное историческое событие. Так или иначе, как и в большинстве стран с конституционной монархией, фактически руководит страной премьер-министр, а решение принимается в парламенте. Будучи единственной страной, в которой остался император, мне стало интересно узнать, одержимы ли японцы имперскими амбициями. Ну, это хороший вопрос, потому что, собственно говоря, особенно он чувствовался, я думаю, к началу Второй мировой войны, когда всю нацию накачали, так сказать, стероидами в том плане, что у нас император живой бог, а мы все этим императором сделаны, мягко говоря. Вот, поэтому там они были готовы рубать другие народы шашкой налево и направо. Вот. После поражения во Второй мировой войны, естественно, их долго отучали, что шашкой махать не надо, что они такие же, как другие. Вот. Поэтому сейчас, с одной стороны, у них нету национализма из-за большого неведения, с другой стороны, я думаю, люди старшего поколения еще где-то в душе, я думаю, смотрят на иностранцев с точки зрения, что вот, мол, понаехали, да, там, в нашу Москву, а она не резиновая. Угу. Последнее место, куда я сходил во время этой поездки, был район Асакуса. Это также один из самых популярных туристических районов. Некая резервация Японии, Эр-Эдо, окруженная со всех сторон небоскребами. Главная достопримечательность здесь это храм, буддийский храм Сенсо-Джи и пагода, которая стоит рядом, которая называется Якушидо.
Ведет к ним улица Накамиси, или как ее еще называют, Оранжевая улица. Вдоль нее располагаются сувенирные лавки, традиционные кафешки и прочая туристическая белибердень. Кстати, именно здесь я купил еще один сувенир, который хотел бы разыграть. Это повязка на голову, которая называется Хатимаки. Будет разыграна среди тех, кто подпишется на мой инстаграм. Там я тоже выкладываю фотки и короткие видео о путешествиях, равно как и анонсы новых выпусков. Вообще хатимаки раньше использовалась камикадзе перед атакой, но сейчас это больше как символ решимости. Поэтому дерзайте. Ссылка на инстаграм также в описании. Помните, в начале фильма я говорил о башне, которая обогнала по высоте Токийскую? Так вот, она находится тоже здесь. Называется она Sky 3. Сходить на нее, к сожалению, также не получилось, поскольку смотровая площадка была скрыта за тучами. Последнее, что я успел сделать, это окинуть всевидящим летающим око весь этот уходящий за горизонт, безграничный и самый густонаселенный в мире мегаполис. Забрал свой чемодан в одну из ячеек, коих по Токио миллионы, и отправился в аэропорт Ханеда. По пути в аэропорт я думал о том, куда я еще не успел скататься, что так и не побывал на горе Фудзи, не попал на завод Toyota, не посмотрел бои сумистов. Думал о том, правильно ли я построил свой маршрут, расставил приоритеты и прочее. Но потом поймал себя на мысли, что это бесполезное самобичевание, так как в этой стране не то что за 5 дней, тут может и жизни не хватить, чтобы погрузиться в особенности японских традиций и быта. Практически все, что делают японцы, они делают на совесть. И этот процесс не был запущен вчера. Подход японцев к делу, философия бытия, религия – все имеет поистине глубинный смысл, закрепленный вековыми традициями. До поездки в Японию я не раз слышал упрек в их адрес за то, что они разменяли традиции и честь на капиталистический материализм. Это вовсе не так. Да, Япония умеет зарабатывать деньги, и в условиях сравнительно низкой коррупции эти деньги не оседают в карманах чиновников или олигархов, а работают на благо общества и экономики. Но японцы — это не только человечки в деловых костюмах, или школьники, которые расставляют ботинки в ряд. Японцы — это самое разнообразное из моногамных обществ в мире. Их понять сложно, и, наверное, их закрытость от остального мира на протяжении стольких лет законсервировала их культуру настолько, что она и по сей день остается уникальной. Может, те, кто живет в Японии, давно возразят и скажут, что это не так, что я все идеализирую, и в чем-то будут правы. Но те, кто уже ассимилировались, лишены возможности воспринимать вещи на контрасте и уже адаптировались к быту и культуре. Но поверьте, для тех, кто приезжает в Японию, и не только из стран бывшего СССР, я, к слову, в США, к примеру, живу вообще 15 лет, Япония выносит мозг, в хорошем понимании этого слова. А по миру я уже покатался, поэтому у меня есть чем сравнивать. Наверное, есть 3 вещи, которые я особенно хотел бы выделить. Первое – это насколько японцы отзывчивые, и насколько уровень социальной ответственности в этом обществе высок по сравнению с большинством других стран. Второе – это то, что они, как никто другой, научились извлекать максимум пользы из сравнительно небольших территорий и делать это рационально и продуманно. Ну и, наконец, то, как удивительно, что таких 2 полярных состояния, как стремление к инновациям посредством того же Кайдзена и консерватизм, могут уживаться в масштабах одной нации. Спасибо тем, кто досмотрел до конца это видео, и я надеюсь, я смог через этот выпуск показать ту Японию, какой увидел ее я, мою Японию. Подписывайтесь на канал Проект Резидент и давайте путешествовать по миру вместе.